Доброго времени суток. Сегодня последняя позиция, я думаю, вам напомнит определенные фразы из бриллиантовой руки, то есть бессмертные фразы из бриллиантовой руки. А сейчас мы покуда будем смотреть самозажим. 3 позиции будут на самозажим. Вот они свежие, очень свежие эти позиции. Было перед этим GH2 было, конечно, надо было меняться, GH2 и, естественно, EF4. Вот здесь вот походили сюда, и, конечно, не надо было проводить вот эту комбинацию, не надо и нельзя проводить, потому что дамка ловится, вот в этом случае. Но зачем нам проводить комбинацию, если есть вот этот вот ход, самозажим? То есть, как тут играть, как спасаться, ну, наверное, ничего и нету. DC7, не знаю даже, какие тут ходы сделать, B5, ну и вот комбинация эта простейшая. Так. Интересно. Я почему говорю, что интересно? Мне что-то тут компьютер интересное показывает. Надо отдельную, конечно, тему снять с искусственным интеллектом. Вот первая позиция и вторая позиция. Здесь вы уже, наверное, догадались, какие тут будем сейчас рассматривать ходы. Потому что будем рассматривать вот этот ход. Но, к сожалению, он не выигрывает. Вот, к сожалению, не выигрывает. Мы будем дальше смотреть. Хотелось, конечно, эффектно завершить. Вот все было нормально. Здесь в партии, кстати, походили нехорошо. Но вот, видите, самозажим. Получается, если FE3, к сожалению, ничья. Вот это вот. Да, к сожалению, ничья. А так был бы очень эффектный самозажим, но к чему мы пришли, что все-таки надо вот этот ход постоянно смотреть, и самозажимы бывают очень даже выигрывающими. Далее. Давайте поверну доску. Вот здесь, конечно, грозит, то есть неохота здесь меняться никоим образом. На этот размен, естественно, надо развивать вот этот фланг, потому что этот фланг загружен. Ну и вот таким вот образом. HG5, все-таки я думаю, что ничейная позиция. Похоже, что ничейная позиция. Но вот чего-то хотелось интересного. Честно скажу, хотелось чего-то интересного. И вот, наверное, все-таки HG3. Лучше, не лучше, ну вот HG3. Самозажим именно зажались. И на BC7 вот эта вот идея. Но это было в партии. Так, конечно, правильно они пошли. Что-то им показалось, наверное. Наиболее, конечно, логичный вот этот ход. И, допустим, на GF занимаем вот это поле. А на остальные ходы, как ходить по-другому, здесь на CD6, ну, естественно, не будем меняться. BC5, потому что отдадут одну, побьют 2. И вот такой ход. Ну, понятно, что позиция выиграна. И вот очень такая упорная партия, ради чего я, собственно говоря, еще тоже сегодня, может, ради самозажимов я бы не делал видео, но вот в тот момент, что шел, все пропало. Все пропало. То есть, смотрите, EF4 белые пошли. И вот тут вот черные пытались очень изобретательно каким-то образом или увернуться с проигранной позиции, либо поиграть.
Ну вот АБ6. Переходит, фиксирует вот эту группировку. Все-таки она, наверное, ничейная эта позиция. Но, как я уже говорил, тут хотелось поиграть, хотелось что-то изобрести. ДЦ7 и ЦБ2. И кажется, вот эта группировка вся окружена. То есть, ну что, да, давайте я покажу, как надо было ходить. Смотрите, надо было ходить здесь в этой позиции FG5. И какая идея? FG7 и вот CB6. И вот эта вот группировка, непонятно, что с этой группировкой делать и как ходить. Я думаю, что позиция ничейная, потому что есть ход на А5. И потом, если меняются, то есть потихонечку подтянем. И здесь должна быть ничья. Ну вот, давайте. Единственное, что можно как-то, давайте посмотрим. Вот здесь вот важный момент, когда на B6 шашка, да, в партии сейчас встретится, когда уже она на А5 была, именно вот этот ход на F6. И здесь вот. То есть не построена, когда колонна. Чтобы вы поняли, ну вы потом поймете получше, когда будут ходы в партии, основные ходы в партии хочу показать. Именно темп. Темп решает все. Не успевают они достроиться GH2, чтобы на этот ход были какие-то комбинации, размены, комбинации были. Вот давайте посмотрим. DE3. Так оно, в принципе, за черных было задумано все. И вот опять. Ну вот B5. Вот этот вот ход ошибочный. B5. Надо было как-то каким-то образом все-таки пытаться FG7. Но здесь проблема в чем? Отдают. И вот эта вот угроза идет. Как-то было здесь. Видела, наверное, на канале. Я думаю. Смотрите. GH6. Похожее что-то было. BA5. И вот на этот ход решает. Наверное. Честно говоря, я думаю, что EF4 тоже решает. На этот ход и вот эта вот рогатка решает. Почему я вот задумался, что, наверное, тут и ED2 тоже решает. Непонятно, что делать и как черным. То есть охват, вот видите. Тоже достаточно полезная, я считаю, что позиция. Ну вот, почему я вспомнил фразу из фильма, сейчас вы посмотрите. ED2. Конечно, B5 ошибка была. Ошибка, наверное, была. Но, видите, там тоже все. Ошибка-то ошибка, но ничьи не видно. То есть непонятно, что тут делать черным. Видите, такая тоже позиция охватывается за белых. ED2. Давайте посмотрим, почему мне вызвала такую реакцию вот эта позиция. Еще одна жертва. Вот видите, жертва очень интересно, конечно, обороняются черные. EF6. И вот практически они дошли до ничьей. FG5. И вот здесь вот, смотрите, какой бы ход сделали вы за белых. FE3. Видите, он такой простой, но вот кажется, когда блиц, ну не просто увидеть этот ход, когда идет блиц. Ну, естественно, вот такой выигрыш. А DE3, CD4. И вот здесь вот, допустим, EF могло быть. И здесь надо было, конечно, отдать. И пойти на FE1. И тут в блице, конечно, ну, не знаю. Получается, 2 шашки-то лишних, но я не уверен. Выигрыш, особенно в блице. Наверное, выиграно, если будет компьютер, то выиграно, но в блиц не так просто выиграть. Какими-то точными, наверное, ходами. Итак, вот шеф, не все пропало, наверное. Итак, до новых встреч. Кому-то сегодня было это видео, может, полезно, кому-то нет. Но вот такие вот идеи симпатичные были мне.